В последнюю неделю мы с вами наблюдаем, как Украина погружается в 1941 год, когда люди прячутся от бомбежек в подвалах, бегут на вокзалы, чтобы хоть как-то уехать, и гибнут в своих домах. А Россия погружается пока в 1983 год, когда пусть никто не стреляет пока, но стремительно теряются все блага цивилизации и вот-вот исчезнут деньги, просто как класс. Интернет заполняется как фотографиями ужасных разрушений украинских городов, так и ужасными кадрами разорванных на части и сгоревших российских солдат, а также множеством свидетельств россиян, попавших в плен. Давайте сегодня начнем с напоминания, насколько бессмысленна и нелепа эта война. Войны бывают по разным причинам. Где-то причины этнические, где-то давняя вражда между народами, где-то старые обиды, какие-то войны завоевательные, за территории. Начало войны нет оправдания, но обычно есть какое-то логическое объяснение, или какой-то план, или какая-то причина. Это война, на которой теряют жизни многие жители русскоязычных городов второго по размеру славянского государства мира, в которой погибают украинские и российские военнослужащие, начата вообще просто так. Все называемые Путиным причины не выдерживают абсолютно никакой критики. Мы не можем знать реальную причину, по которой Путин начал войну. То ли он хотел поднять себе этой войной рейтинг, то ли перечитал книжек про Вторую мировую и захотел побыть как маршал Жуков, то ли просто хочет умереть вместе с как можно большим количеством людей и оставить пусть кровавый и грязный, но все же след в истории. Реальные причины мы вряд ли узнаем, но мы знаем те причины, о которых Путин объявляет. Объявленная причина состоит в том, что Путин защищает жителей Донбасса, которые уже 8 лет как страдают от украинцев. А в Украине, по мнению Путина, засел нацистский или фашистский режим, который держит в заложниках население, и он, Путин, сейчас типа придет и всех освободит. Это вообще история подается как освободительная, а не оккупационная. На это значит освобождение, на помощь народу Донбасса. Путин решил положить жизни мирных жителей Украины, российских солдат, решил положить российскую экономику и все наши достижения за 30 лет независимости, а также всю мировую систему безопасности. Давайте кратко разберемся, почему жителям Донбасса не требовалась помощь Путина. Длинный экскурс в историю войны на Донбассе я делать тут не буду. Подробный рассказ есть в ролике, который я делал на канале Ильи. Кстати, я был в Киеве и ходил там по городу и снимал этот ролик. Вы смотрите, если не видели еще. Но кратко я напомню. В 2014 году Россия аннексировала Крым, пока в Украине была смена власти. После этого группа боевиков под командованием Игоря Гиркина при поддержке России вторглись в Украину и попытались захватить там Донецкую и Луганскую области. Во многих других городах Украины были пророссийские протесты. Да, тогда такое было возможно. Ну а протесты в Украине — это обычное дело, это демократическая страна. Но везде протесты тогда как-то угасли, так как большинство людей хотело остаться в Украине. Но в Донецке и Луганске при поддержке России сформировались прокси-государства с бандитскими режимами и системами управления по типу «у кого автомат, тот и прав». Кто мог уехать, тот уехал, кто не мог, тот остался и стал жить на никем не признанной территории со средней зарплатой в $200 на уровне стран Африки. Создавать такие непризнанные территории – стратегия Владимира Путина. Он создавал их в Грузии, в Молдове и вот в Украине. Тем временем, пока в ДНР и ЛНР жизнь была плохой и тяжелой, остальная Украина развивалась. Проводились реформы, ввели безвиз с Европой. Город Мариуполь, находящийся в нескольких километрах от ДНР, стал одним из самых быстро растущих в экономическом плане городов Украины. Ситуация как-то устаканилась. Если в первые годы там шла прямо война, то со временем столкновения стали редкими. В 2021 году вообще погибло 18 человек, что по сравнению с началом той войны или с текущей войной немного. Стороны как-то ужились друг с другом. И тут Путин решил начать большую войну с Украиной. Как можно было решать проблему Донбасса, если бы Путин не пытался использовать ее для безумных геополитических или своих личных целей? Как можно было защитить этих людей и помочь им жить счастливо и богато? Ну, для начала можно было туда вообще просто не вторгаться. Как мы видим по примеру Мариуполя, города Донецкой области, который не смогли тогда захватить сепаратисты, он отлично жил все это время безо всякой помощи России. И очень хорошо жил. То есть можно было просто ничего не делать, не мешать русским людям, а также украинцам и всем остальным налаживать свою жизнь в Донецке и Луганске, как в Мариуполе или Харькове. И все бы у них было хорошо.
Но из-за Путина и поддержки вторжения, из-за его идеи, что ДНР и ЛНР не должны входить в состав Украины, огромное количество людей страдало все эти 8 лет. А сейчас страдают вообще все. Украинцы живут прямо сейчас на фронте, вынуждены прятаться в бомбоубежищах. А россияне в течение нескольких месяцев потеряют все, что у них есть, и вернутся на уровень жизни СССР. Что можно было сделать сейчас, в 2022 году, чтобы решить проблемы Донбасса, которые накопились? Можно было просто прекратить поддерживать там боевиков. Кому-то, может быть, дать политическое убежище. Ну, вообще, лучше бы, конечно, их судить. Но можно и политическое убежище, если так уж приспичило им помочь. Ну и передать эти территории под управление Украины. Как мы видели, опять же, по крупным русскоязычным городам, Мариуполю, Харькову, Одессе, все было хорошо у их жителей, пока к ним не пришла путинская армия. Возможно, были какие-то мелкие вопросы с неудобствами по поводу русского языка, но они уж никак не хотели бы, чтобы эти вопросы решались стрельбой по городу из танков. Вместо спокойного политического решения проблем в ситуации, когда абсолютно никто никому не угрожает, Путин начал по факту братоубийственную войну. Российская армия убивает украинцев, мирных и военных. Украинская армия защищается и убивает русских. Все страдают, все проигрывают. Так что на вопрос, где вы были все эти 8 лет, который Путин любит задавать, ответ только один. Зачем ты, Путин, вообще туда полез? И 8 лет назад, и сейчас. Никакого твоего внимания там не требовалось. Люди нормально жили и развивались. А ты пришел и устроил им 8 лет назад войну в Донецке и Луганске, а сейчас ты устроил им войну в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе и в Киеве. Теперь про фашистов. В Украине, как и в любой другой стране, есть неприятные политические силы. У нас они тоже есть, ходят русским маршем. Но только они в Украине не во власти. Украина выбрала себе президентом человека, который по-украински во время выборов вообще не говорил. Человека еврейской национальности, который был известным русскоязычным актером. Этот человек оказался невероятно отважным и крутым, не капитулировал, не сдался и борется. Ни он, ни его партия, имеющая большинство в парламенте, никакого отношения к фашизму или национализму не имеют. Это просто фактически неверно, это выдумка Путина. Путинские войска ведут в Украине войну не с фашистами или националистами, а с целым народом соседней страны и регулярной армией этой страны. Народ этот готов биться до последнего и успешно противостоит одной из крупнейших в мире армий потому, что этот народ не хочет жить под властью Путина. Он хочет жить свободно, хочет сам выбирать себе руководителей, сам решать, каким путем идти, с кем дружить, а с кем нет. И Владимир Путин у народа Украины идет туда же, куда и русский военный корабль, несмотря на общую языковую среду, историю и культуру. Я знаю, что у многих есть друзья и родственники, которые верят пропаганде и всей этой байде про фашизм, с которым мы якобы боремся, про Донбасс, который мы якобы защищаем. Люди верят, что разрушает украинские города не российская армия, а какие-то там националисты и неонацисты. Эту веру можно понять. Людям хочется цепляться хоть за что-то, чтобы верить, что они на стороне добра. Но нет. Путинская Россия в этой истории выступает как абсолютное и беспросветное зло. Такова правда. И мы должны ее проговаривать. Я постараюсь сделать это каждый день. Чем быстрее мы ее примем, тем быстрее мы будем вылезать из той огромной ямы, в которую сейчас сами себя загнали и в которую загнал нас Владимир Путин. К концу 10-го дня войны новости оттуда стали, к сожалению, рутиной. Серьезных изменений за вчера не произошло, российские войска по большей части остаются на прежних позициях. Пойти дальше и захватить Киев и Харьков они не могут, это приведет к чудовищным жертвам как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей. А у украинской армии нет достаточных сил, чтобы перейти в полноценное контрнаступление. При этом продолжаются обстрелы жилых кварталов, в которых гибнут люди. Война принимает затяжной характер. Президент Владимир Зеленский, обращаясь к западным странам, постоянно говорит: вы оказываете очень важную помощь, но ее недостаточно, если мы хотим, чтобы Украина удержалась. Есть какая-то чудовищная ирония в том, что Владимир Путин сам воплотил в жизнь то, чего он всегда боялся. Он годами рассказывал про некий Запад, который мечтает задушить Россию, хотя на самом деле никакого единого Запада не было. Было множество стран, идущих примерно в одном русле, но имеющих при этом множество противоречий между собой по принципиальным вопросам. Была Германия, которая заигрывала с Россией, желая иметь выгодные цены на газ.
Ангела Меркель была частой гостьей в Москве, а ее предшественник Герхард Шрёдер и вовсе вошел после ухода с поста канцлера в совет директоров Роснефти. Была Италия, чей премьер-министр Берлускони стал другом Путина. Была Франция и Англия со своими интересами и потребностями. Наконец, были Соединенные Штаты. За время правления Путина там сменилось уже 5 администраций. С кем-то отношения были лучше, с кем-то хуже, но российскому президенту удавалось находить нужные точки и манипулировать каждой из них, включая нынешнюю. В общем, этот самый Запад никогда не выступал как единое целое, чем Путин благополучно пользовался многие годы. Теперь же, введя войска в Украину, он увидел воплощение своего ночного кошмара. Все страны Европы и Северной Америки, отбросив все свои противоречия, сплотились ради отражения российской агрессии. Санкции невиданных доселе масштабов вводятся синхронно и моментально. К ним присоединяется даже Швейцария, с 1815 года сохранявшая нейтралитет и умудрившаяся, находясь в самом центре Европы, не поучаствовать ни в одной из 2 мировых войн. Очевидно, что для российских властей такое единение стало полной неожиданностью. Путин как-то признавался, что еще во время службы в КГБ он любил заниматься вербовкой, принуждая людей сотрудничать со спецслужбами. Этим же он занимался и во время работы президентом. За все время работы у Путина сложилась своеобразная агентурная сеть близких к ему глав европейских государств. В нее входили, например, чех Земан и венгр Орбан. Путин, видимо, рассчитывал, что после этого стремительного броска «Мангуста», то есть спецоперации по наказанию непокорной Украины, западный мир расколется так же, как раскалывался до сих пор. Кто-то скажет, что все не так однозначно, кто-то посмотрит на цены на газ и промолчит, а кто-то подумает, что ну ладно, Киев пал уже, а после драки кулаками чё махать. И вполне возможно, что им так бы и случилось. Но все пошло не так в тот момент, когда Киев отказался сдаваться, а вооруженные силы Украины начали успешно противостоять российской армии. Первые дни войны, когда стало понятно, что блицкрига не будет, оказались решающими. Они породили на свет то самое, уникальное даже по историческим меркам, единение, когда по одну сторону баррикад оказывается Англия, Франция, Германия, США, Польша, Италия, Япония и еще десятки стран, а по другую Россия в абсолютном одиночестве. На голосовании в ООН нас поддержали только 4 страны. Это Беларусь, где Лукашенко полностью зависит от Путина, Сирия, Северная Корея и Эритрея, такая маленькая африканская диктатура, о которой, думаю, вы до этого дня и не слышали ничего. Все, больше среди 193 суверенных государств-членов ООН у Путина не нашлось союзников. Причин несколько. Во-первых, общество в этих странах однозначно настроено против большой европейской войны, где есть очевидный агрессор и очевидная жертва. В этих странах до сих пор сильна травма мировых войн, и призраки прошлого быстро всплывают в их памяти. Вы можете сказать, удивительно, что этого не происходит в России, которая во Второй мировой войне пострадала в разы сильнее всех остальных. Но ничего удивительного здесь нет, ведь за путинские годы мотив праздника 9 мая постепенно эволюционировал от «никогда больше» к «можем повторить». Людей, помнящих войну, практически не осталось, а те, кто еще живы, пребывают в очень преклонном возрасте и заметного влияния на повестку не могут оказать. Все это позволило изменить саму суть праздника в нужную властям сторону. Итак, День Великой Победы стал днем милитаризма. По городам и улицам возят современную военную технику, сконструированную так, чтобы можно было убить как можно больше людей за более короткий промежуток времени при меньших издержках. Официальная риторика не о трагедии самой ужасной войны в истории, а о военном подвиге и военной мощи нашей страны. Страшно даже представить, во что он превратится в этом году. Как будут рифмовать так называемую спецоперацию в Украине, войну в Украине, с победой над нацизмом в 1945-м. В Европе и США такие парады не приняты, и войны там боятся, поэтому бомбардировки городов вызывают у них ужас. Люди, которые прячутся в киевском и харьковском метро, заставляют англичан и немцев вспоминать своих бабушек и дедушек, которые укрывались от бомб в подвалах Ковентри и Дрездена. Они создают общественное давление, важнейший фактор массового исхода из России западных брендов. IKEA и Apple оказываются перед выбором – сохранить российский рынок или сохранить компанию целиком, потому что, оставаясь в нашей стране, они рискуют столкнуться с недовольством клиентов у себя дома. И выбор в такой ситуации очевиден. Тем более, что этому выбору способствует резкое падение курса рубля и сложности с логистикой и доставкой грузов в Россию. Итак, первая причина, по которой мир настолько монолитен, это неприятие обществом агрессивной завоевательной войны в Европе. Но есть и вторая причина. Она более цинична, но сказать о ней нужно. Западным странам выгодно, что против России сражается именно Украина, а не они сами.
Если российское руководство настолько утратило связь с реальностью, что решило полезть завоевывать соседнюю страну, а российское общество может повторить, то западным странам нужно сделать все, чтобы Россия потратила как можно больше ресурсов на этом этапе своей агрессии и экспансии до того, как она дойдет до Польши, Латвии, Литвы, до НАТО, может быть, до Турции. Украина будет получать с Запада противотанковое и зенитное оружие. Это важно, но надо понимать, что одними только ракетами войны не выиграть. Украина будет получать феноменальную поддержку всего свободного мира. Но от твитов селебрити с теплыми словами в адрес защитников Харькова ситуация на фронте не изменится. С первого дня войны Зеленский обращается к НАТО с просьбой обеспечить режим закрытого неба над Украиной. И каждый раз он получает отказ. Чтобы разобраться почему, надо понять, что это такое режим закрытого неба. Его суть в том, что некая страна, не являющаяся стороной конфликта, но обладающая достаточной силой, объявляет, что небо над территорией военных действий не может больше использоваться никем. А со времен Первой мировой войны война идет в 3 измерениях – на земле, на море и в небе. Авиация внесла большие изменения в военную науку, и завоевание господства в воздухе дает огромное преимущество. Слабая сухопутная армия может дать бой сильной, если ее прикрывают самолеты. Самолеты — это бомбардировки стратегически важных объектов, это расстрел армейских колонн, это выброска десанта в тыл противника. Закрытие неба исключает 3-е измерение из уровня конфликта, что уравнивает силы сторон. Как это происходит технически? Сначала уничтожаются силы ПВО противника, а затем господство в воздухе получает тот, кто закрыл небо. Любой самолет, принадлежащий сторонам конфликта, сбивается либо с земли, либо с истребителей. В итоге никто не может летать, и сухопутные армии разбираются друг с другом без поддержки с воздуха, как в 19 веке. Режим закрытого неба вводился при помощи НАТО в 2011 году во время гражданской войны в Ливии. Санкцию на это дал Совбез ООН при согласии России. Закрытие неба помогло повстанцам одержать победу над войсками Каддафи. Своей авиации у них не было, так что уничтожение самолетов правящего режима имело решающее значение. Почему же НАТО не готово вводить режим закрытого неба в Украине, несмотря на многочисленные настойчивые просьбы и даже требования Зеленского это сделать? Ну, во-первых, это будет означать прямое столкновение Альянса с Россией. То есть вот прям российский МиГ или Су будет сбит не просто американской ракетой, а американской ракетой, выпущенной американским военнослужащим. В ситуации, когда Путин открыто грозит миру ядерным оружием, это может привести к непредсказуемым последствиям. А во-вторых, случится то, о чем я сказал. Сейчас Россия владеет господством в воздухе. Ее авиация сильнее и многочисленнее, чем украинская. Если режим закрытого неба был бы введен, выведем сейчас ядерное оружие за скобки, то это преимущество было бы ликвидировано. И украинская армия могла бы одержать победу на земле. Война закончилась бы быстро. И закончилась бы разгромом вооруженных сил России на территории Украины. Что было бы дальше, кстати, большой вопрос, поскольку Путин в такой ситуации, скорее всего, смог бы удержать власть и сразу же начал строить планы реванша, а возможно и окончательно сошел бы с ума и долбанул бы по Киеву атомной бомбой. Так что, возможно, соображение затягивания войны для того, чтобы в России расшатался путинский режим, это тоже одна из причин, по которой Запад активно не вмешивается там в боевые действия. Можно отметить еще один аспект. Запад не пытается превратить войну в гибридную, как делал Кремль все эти 8 лет на Донбассе. То есть не отправляет свою армию воевать в Украину под видом трактористов. Какие-то добровольческие отряды вроде как формируются, но их совсем немного, и это, судя по всему, действительно добровольцы. Учитывая всемирную поддержку Украины, неудивительно, что находятся желающие сражаться за ее независимость с оружием в руках. Это напоминает гражданскую войну в Испании 30-х годов, где на стороне противников генерала Франко воевал, например, писатель Эрнест Хемингуэй. Но при этом американских или британских военнослужащих, замаскированных под жителей Львова, мы не видим. Во-первых, это просто неприлично, так делает только Путин. Да даже и он уже бросил. Во-вторых, как я уже говорил, это даст слишком существенное преимущество украинской армии и может закончить войну слишком быстро, что, возможно, сейчас западным странам и не нужно, потому что они, возможно, надеются сменить в России всю систему власти, для того, чтобы она больше не повторяла то, что она делает сейчас. Если пытаться проводить исторические параллели, то на ум сейчас приходит так называемая «странная война», когда Гитлер в 1939 году напал на Польшу, а Англия и Франция, хоть и объявили формально войну Германии, к активным боевым действиям не приступили. Блицкрига у России не получилось. Украинская армия сражается доблестно и упорно, чего как раз никто не ожидал. Даже Пентагон в первый день войны отводил 96 часов на захват Киева. Помочь Украине в текущей ситуации, не моральной и технической, а именно помочь войсками и режимам, Запад не может или не хочет.
Конечно, чтобы не спровоцировать ядерную войну, но возможно даже, что если ее не случится, Запад, возможно, не хочет закончить этот конфликт слишком быстро, без должного разгрома российской экономики, чтобы в России сменился режим и прекратился запрос на то, чтобы что-нибудь там повторить или завоевать. К сожалению, когда французский президент Макрон говорит, что худшее еще впереди, он, скорее всего, прав. Нас, возможно, ждет перерастание войны в затяжной конфликт, по примеру Афганистана, но в разы более кровавый и отвратительный. Это ужасный сценарий как для Украины, где будут гибнуть мирные жители и разрушаться инфраструктура, так и для России, которые неизбежно ждут поражения, крах экономики и катастрофы буквально во всех областях жизни. Но другого сценария, похоже, что не существует. Во всяком случае, сейчас не видно. И Запад здесь ничем не может помочь. Единственный шанс для Путина и его окружения избежать этого сценария – понять сейчас, что все очень плохо, что ничего из задуманного не получилось и не получится, и закончить войну, начать переговоры об урегулировании конфликта. Но таким пониманием сейчас и не пахнет, поэтому будем готовиться к худшему. Вот так вот. До завтра. Спасибо, кстати, всем, кто подписался на мой Patreon. Там с одного ролика уже более чем на $2000 подписок. Очень круто. Это прям очень в тему, потому что YouTube выключил монетизацию для россиян. Рекламных интеграций сейчас меньше, и наша редакция может существовать практически только на пожертвования. От потери монетизации мы потеряем где-то 8-10 тысяч долларов в месяц. Так что большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon. Это помогает это все компенсировать. Тем более у нас сейчас релокация почти у всех. Мы продолжаем работу и не меняем редакционную политику. Вот теперь до завтра.